Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Я бы сказала, с учетом всех планетарных транзитов, это немаловажно. Почему я все же решила сделать расклад на личную жизнь? Это может быть состояние, подобное идеальному шторму. Почему? Потому что вторая половина года принесет в нашу жизнь такие энергии, когда соединяются и наши желания, и новые горизонты. И этот период может стать временем глубокого переосмысления отношений именно, или решений в бытовых вопросах. И уже осенью, мои дорогие, почему все это происходит? У нас будет 6 планет, причем достаточно судьбоносных, в ретро-движении. А ретро, мы знаем, это всегда дежавю. Это где-то откат в прошлое. Это какой-то прошлый сюжет. И для наведения именно порядка в нашей жизни, в каких-то существующих делах, будет нам дан такой судьбоносный период. Но для этой организации нам, возможно, придется несколько замедлиться, чтобы, оглянувшись назад, окончательно убедиться в правильности выбора. И у нас будет ретро-Венера с 3 октября и по 14 ноября, и ретро-Меркурий с 24 октября и по 13 октября. Вот эти две планеты, мои дорогие, мы знаем, Венера – это планета малого счастья, а Меркурий, вот там как раз, Меркурий – это планета-управитель Близнецов, а в Близнецах у нас сейчас Уран. Так вот, Венера и Меркурий накладываются на ретро-движение более серьезных игроков. То есть тоже это ретро-транзиты. 4 планеты: Плутон, Сатурн, Нептун и Уран. Представляете? Это все то, что за судьбоносность момента и за внезапные перемены. Поэтому, но в ретро-движении, стало быть, даже в ретро-движении Уран приносит новости. Причем пусть они были связаны с какой-то прежней историей, но это все равно где-то подразумевает, такую своеобразную перестройку или какой-то поворотный момент, мои дорогие. И вот такая большая, великая ретроградность приносит в нашу жизнь важные какие-то события, которые будут связаны, и этим будет наполнена вторая половина года, когда не будет, как прежде, не будет какой-то сюжет развиваться даже в той же последовательности. Обязательно наложатся некоторые нюансы извне событий. И все то, что меняется в нашем окружении, в жизни конкретных людей, будет тоже оказывать влияние на нас. Итак, начинаем мы с вами с пасьянса. Какие события вас ожидают до конца года? Это прелюдия перемен. С чем вот именно в личной жизни, пусть нам карты подскажут, с чем это будет связано, а может быть, сами события, все же у нас пасьянс именно про события. Вот с чего, может быть, все начинается, мои дорогие любимые овны. И вот нам прямо сразу и говорят, а у вас, кстати, личная жизнь в центре внимания. Я бы сказала, у каждого знака зодиака. Просто понятно, мы все разные, расклады общие. Но эта тема, она затронет каждого из нас. Вот у вас именно союзы. Посмотрите, шикарное значение, шикарный символ. Подкова. Причем подкова в этом пасьянсе конкретно семейное счастье. Поэтому тут может быть, у кого все хорошо, да, мы же все разные, опять же. У того, вот, знаете, это как на пике может быть. Многие вопросы так вот слаженно решаться. Может быть, какая-то, даже если перезагрузка, мы говорим, элемент новизны или поворотный момент. Но тогда, когда люди тоже какие-то важные решения принимают, это точно. Это когда можно как и укрепить союз, так и, может быть, разобраться в сложных отношениях. И мы с вами раскроем в конце нашего расклада именно по 3 позициям. Для тех, кто в паре, для тех, кто один или одна, состоится ли это знакомство, и для тех, кто в сложных отношениях, закрытый путь. Поэтому, правда, тут какой-то союз, может быть, и требует прояснения. Или это будут, я не исключаю, вопросы дома, вопросы жилья, место проживания, то есть или место планируемого проживания. Но тут вы будете сообща решать. И явно будет какой-то поворотный момент, раз у нас есть уже замок. С одной стороны, это какое-то дело мы можем довести до ума, как я говорю, да, до точки, и больше к этому не возвращаться. Как будто специально для этого нам дана вот эта большая ретроградность. Но точно так же, если это у кого-то совпадает с выбором,
Значит, выбор делать придется. И у вас корона, символ власти. С одной стороны, это ваша, безусловно, сильная позиция, но часто это что? Как мы говорим, казенный дом, да? Ну, имеется в виду, как шикарно у вас, мои дорогие, это я уже попутно. Имеется в виду чиновники, какое-то оформление, может быть, юристы, адвокаты. Или когда нужно понимать, как работает порядок, да, то есть система. Власть – это всегда система. Поэтому не исключены какие-то важные, как визиты ваши, да, для того, чтобы четко понимать, как вот именно документальный какой-то вопрос, или как что-то оформить по закону. И неважно, у кого-то отношения, у кого-то дом, может быть, да, ну вот перекладывайте на себя. Но я не исключаю, что это может быть связано еще и с тем, что мы какие-то документы получим. Или как в вашу жизнь, да, придет какая-то новость, и вам тоже где-то придется разобраться с ней. Будьте внимательны, потому что всегда вот этот период, особенно ретро-Сатурн, как прообраз кармы нашей, да, Кронос, владыка времени, и могут всплыть некоторые вопросы, пусть даже через отношения, пусть с кем-то из дальнего родства, мои дорогие, или с тем, кем вы не живете вместе, а это, тем не менее, те люди, которых мы не исключим. Но семейное счастье и полное исполнение желаний. Колчан со стрелами именно полное исполнение желаний. У нас есть корабль, но там прописано просто исполнение желания одно. Ну, по крайней мере, колчан, значит, у вас какие-то точки состыкуются, понимаете? Или как разрозненные части, так тоже бывает, да? Все у нас что-то не решалось, может быть, мы и сделали какие-то шаги, а потом нас отбросило, как судьба назад. Я такое тоже могу предположить, бывает такое. Но вот вам, наверное, мои дорогие любимые овны, вам, по сути дела, уже все сказали. Потому что, ну, пока я не вижу совпадения, это правда. Но вот этих двух таких мощных символов, как подкова и колчан со стрелами, этого вполне достаточно, чтобы ваши мечты сбывались, ваши планы были реализованы. Неплохая прелюдия, будем говорить. Если мы рассматриваем вторая половина года до конца 2026, есть все основания получить то, что вы хотите. Может быть, это не так и просто, конечно, будем реалистами, всегда к этому призываю, но добрые энергии и все в вашей власти, помним. Это не только какие-то согласования, да, или там структуры, персоны, лица, но все-таки ваша сильная позиция. Итак, в нашем пасьянсе, напоминаю, мы можем соединять в крайних рядах карты. Я вот сейчас смотрю подробно, что тут у нас еще совпадает. Не вижу, мои дорогие, я здесь совпадений. И если мы говорим о предупреждающих, да, как я говорю, маска, например, да, обычно стараюсь озвучивать. Или, предположим, там змея. Где у нас змея? А нет, змея тоже. Как в разных плоскостях. Нет того, по сути дела, ну, по крайней мере, в этом пасьянсе не выпало вот именно этих предупреждающих знаков, когда нужно быть настороже. Да, я этого не вижу. Даже ножа не выпало. Какие-то энергии для вас складываются такие лояльные, что ли. Ладно, давайте достанем дополнительные карты. Сделаем мы это на колоде Ленорман. У нас две колоды Чиро Маркетти. А тем не менее, вот, посмотрите. Кнут, плеть и метла. Плеть о чем? Нам приходится себя заставлять. Нам придется, видимо, решать какой-то вопрос, а мы этого не хотим. Значит, это какая-то данность, как всплывает. И мы понимаем, такое очень символично всему тому, что я говорила, да, карт именно по планетарным транзитам, когда, а мы, может, и не хотим, а придется. И более того, вымести буквально какой-то мусор из вашей жизни, может быть и ментальный. И все то, что мы с вами, я где-то оговаривала именно по замку, да, когда даже если появляется какой-то нерешенный вопрос, видимо, нам придется как этим заняться, чтобы в чем-то поставить точку. Хотя я хотела спросить, это так я спонтанно, да, получилось, что перевернулась карта, но давайте я еще все-таки положу ее сюда, может быть, нам подскажут еще что-нибудь. И первую карту я планировала задать такой вопрос. Что или кто появится неожиданно? Человек, ситуация, какая-то история, проблема, прежний сюжет. Вот давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. Первая карта. И это касается именно личной жизни.
Даже если это родственники, да, ну, а кто знает, а может и любовная история. Второй вопрос. Если неожиданно, что прояснится? Что спешит в вашу жизнь? Или кто? Ну, иногда мы хоть и смотрим на личную жизнь, но очень часто еще именно наши личные амбиции, да, где-то перекликаются, потому что это тоже наше самовыражение, да, это тоже где-то личная жизнь. И достанем 3 карты. Первая карта для тех, кто в паре. Что нам подскажут карты? Какие энергии? Для тех, кто один или одна. Будет ли важная встреча? Состоится ли новое знакомство? И для тех, кто в сложных отношениях. Что происходит? И к чему оно все идет? Итак, что или кто появится неожиданно до конца 2026 года? Четко нам говорят, да? Персональная карта. В колоде Ленорман у нас 2 карты. Мужчина и женщина. Партнер, по сути дела, мы можем говорить. Есть какой-то мужчина. Хотя я не исключаю для вас, мои дорогие мужчины, может быть какой-то именно человек. И тут у каждого по-своему. Ну, давайте скажем, если это родственник, да, хотя тут мужчина держит розу, да, роза – символ любви. Но тут, конечно, не про родственные отношения, тут именно личная любовь, да, тут именно чувство. Но у кого-то это может быть какая-то история, например, которая связана, к примеру, мы ведь все разные говорим, да? Может быть, какая-то прежняя история ваша именно взаимосвязи, да, с какой-то женщиной, девушкой. И у кого-то это вы, возможно, знали, да? Если история эта не сложилась, то вы могли, ну, по разным причинам, допустим, быть знакомым именно с тем человеком, когда не с вами сложилось, а с кем-то с другим. У кого-то это может быть ситуация любовного треугольника, я это тоже не исключаю. Но хочется, конечно, сказать партнера, потому что, да, но все же для мужчин, мои дорогие, что или кто появится неожиданно. Вы знаете, у вас появятся сомнения. Это опять же для мужчин, потому что наш мужчина смотрит, ну, как будто в сторону. Или, может быть, вам, мои дорогие, будет какая-то ситуация, когда вы не уверены. Мужчина чувствует себя именно уязвимым. Чаромаркетти изобразил его босиком. Вроде как идти нужно. Нужно выполнить вот этих несколько шагов. А всегда открытые участки тела – это именно наша уязвимость. Это сомнение, это внутренний страх. А так ли уж мне надо? А зачем мне это вообще нужно? А стоит ли мне что-то продолжать? Поэтому вроде бы и роза, да, есть. Как будто, может быть, и собирался он куда-то пойти, кому-то вручить, может быть, этот цветок. Но присел и задумался. Будут какие-то сомнения. Примите это к сведению. Либо так складываются обстоятельства, что вы начнете раздумывать в силу, может быть, некоторых нюансов, да, у каждого здесь они свои. Либо случайная встреча какая-то может тоже произойти, и именно она вот имеет такой характер, как через лицо какое-то, да, потому что, ну, все-таки мужчина с розой, я предполагаю так, мои дорогие девочки, все-таки вас больше, может быть, поэтому именно карты говорят, что есть конкретный мужчина. Но мужчина тогда тоже в каком-то замешательстве. Но если мы просто спросили, кто или что появится неожиданно, конкретный человек. С чем это связано? Хотя говорят любовь. Тут мало что любовь, так планов громадье. Здесь какие-то иллюзии по поводу мужчины. Может быть и так, мои дорогие. Или мужчина, который с иллюзиями. Или мужчина, который, может быть, я, кстати, не исключаю для тех, кто один или одна, кто или что появится неожиданно. Здесь будьте внимательны тогда, мои дорогие овны. Может появиться тот человек, который очень прагматичный. Ничего не делает просто так, ни одного шага. Но вам будет транслировать какую-то иллюзию. Здесь может быть и другая ситуация, когда какой-то человек, как новое знакомство, вот прямо 100% может появиться. Но, по крайней мере, тут мы ведь все разные. Судьба иногда сводит, а порой даже мы встречаем, да, какого-то человека. И если бы мы находились на другом уровне, как бы, да, имеется в виду, ну, может быть, и ваше социальное положение, или ваш имидж, к примеру, тоже, когда мы себя чувствуем достаточно уверенными, ну, какие-то пройдохи, как будто сами
подумают и не подойдут. Ну и слава богу, да. Ну давайте, мы же смотрим личную жизнь. Давайте предположим, такой вариант вполне возможен. Мы-то ведь не знаем, кто к нам не подошел, правда? А очень хотелось, может быть. Потому что, мои дорогие девочки, у вас сильная позиция. Мои дорогие мужчины, здесь есть какая-то взаимосвязь с женщиной, о которой вы будете думать, ну, едва ли не каждый день. Но мысли сложные. С одной стороны, практика, да, какой-то критерий истины в вас будет преобладать. Может быть, финансовая ситуация, тут у каждого по-своему. Вас заставит что-то пересчитать или подойти с какой-то мерой ответственности. Всегда рыцарь Пентакли – это тот, который, ну, продуманный такой. С одной стороны, это хорошо. Тут не делается что-то наспех, да. Но было бы дважды хорошо, если бы не было карты иллюзий. Или какие-то отношения, кстати. Вот перекладывайте, принимайте от нашего расклада лишь то, что откликается в вашей душе. Вот эта карта «Семерка кубков» будет говорить о прокрастинации. Какие-то отношения, которые тянутся неизвестно сколько, и все никак ничего не решается. И вроде бы приятное знакомство, приятные взаимоотношения. Или когда, в принципе, как знаете, вы от человека получаете как порцию вдохновения. Такое тоже бывает. Может быть, это что-то мимолетное, может быть, кто-то и не настроен ни на какие серьезные отношения, а именно для настроения. Ну, почему нет? И такое тоже могу допустить вполне. Вот если на легкие какие-то отношения, ну, тогда имейте в виду, можно увязнуть. Карта силы всегда говорит, если у нас как бы карта силы – это карта женской силы, поэтому смотрите, нам уже говорят о паре, поэтому кто или что появится неожиданно. Я могу сразу, немножко забегая вперед, сказать, что здесь бывшие могут появиться. И неважно, кто меня сейчас смотрит, девочки или мужчины. Вот именно как такой момент встречи или желание со стороны одного конкретного партнера, и пусть это партнерство было когда-то, но оно может исходить больше от мужчин, хотя мужчина, как мы говорим, в сомнениях, но именно потому, что он испытывает страстное влечение. Это можете быть и вы. Вы тоже можете кого-то возвращать. Я этого не исключаю. Тогда это тоже будет для вас элемент неожиданности. Может быть, потеряв терпение, да, долго думал, например, или не выходит из головы. Что думать? Вот надо действовать, правда? По крайней мере, будешь знать наверняка, да или нет. Вот какая-то подобная история, я много уже сказала, переложите на себя. Здесь у каждого будет как-то по-своему. Но скучать будет некогда, я говорю, и поэтому это положительный момент. Ну ладно, если все так запутано, да, как вариант, что я говорила, так что же прояснится? Хитрость. Вот именно хитрость и прояснится. Или продуманность какая-то прояснится. Кстати, могли быть такие отношения, кстати. Вы знаете, рыцарь Пентакля иногда символизирует того человека, который к нам приходит на помощь. И, может быть, это вы, мои дорогие овны, кому-то приходили на помощь. Именно кому-то помогли решить финансовый вопрос. Или вопрос по документам, по оформлению какому-то, да. Ну, может быть, у кого-то легализация, да. Ну, вот что-то такое может символизировать, пусть не для всех, но для кого-то проиграется именно так. И вы вдруг глаза открываете, что, как мы говорим, не очень популярная фраза, меня использовали, да. Ну, я надеюсь, вы меня правильно понимаете, потому что карта лиса – это однозначно, это какая-то хитрость. Что прояснится, мы спросили. Конкретный вопрос и конкретный ответ. Чего это касается? Личной жизни. Король кубков, давайте скажем так. Но я допускаю, что это не обязательно любовная история. Это может быть родственник, мои дорогие, или далекий родственник. А ведь и правда, родственника с картой Верховный Жрец или Иерофант. Какие-то отношения, которые строились очень долгое время. Но, по крайней мере, не день, не два, это точно. То есть люди могли себя у друг друга, точнее, хорошо узнать. Или, если мы говорим степень родства, тогда у кого-то десятилетия. Здесь может выплыть какой-то момент случайно, когда, правда, в документах вы куда-то поставили подпись, а потом, ну, может быть, взяли за кого-то именно ответственность, да, или обязательство какое-нибудь, поручительство, к примеру.
Вот вам и рыцарь Пентаклей, только прям как с языка сняла. Пусть это не у всех, я искренне желаю, чтобы это не у всех, но мы ведь все разные, поэтому карты допускают, да, может быть, для одного, для двух, но вот какая-то такая суровая правда, причем она вскроется, хотим мы или нет, потому что карта Иерофант – это и есть наша судьба. Хотя я могу допустить тут, знаете, как по документам. Было оформлено, может быть, на прежний какой-то период, были определенные законы, да. Законы ведь тоже меняются. Ну, в сыром виде не меняются, а вот в дополнениях каких-то, в подзаконных актах меняются еще как. И здесь, знаете, как что-то изменилось, может быть, с течением времени, и вы о чем-то могли уже забыть или просто не знали, не думали. Вот такое вот тоже может быть, да? Или, опять же, были уверены в чем-то, в ком-то, и здесь вот выплывает какая-то тайна, пусть даже это будет связано с подписанием какого-то документа, или пусть это было раньше когда-то, да? Тут есть какая-то взаимосвязь именно с человеком, которому, ну, либо это ваш родственник, родственникам не всем доверяют, да, хотя, может быть, и человек, который вхож в ваш дом. Все-таки иногда проходят по королю кубков у нас и люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или асцендент, у кого-то и так может совпасть. Может быть, мои дорогие овны, здесь может и такая быть история, когда, допустим, ваш близкий человек попадает, к примеру, в какую-то историю. Вот, кстати, если мы соединим, да, пусть этого не произойдет, но я допускаю, что к вам кто-то может обратиться за помощью или из близких, или хорошо знакомых, да, именно чтобы вы, ну, как оказали содействие. Тогда вот действительно надо быть в образе этого мужчины. Даже для вас, мои дорогие девочки, мужчины более рационально мыслят. Структура, вот именно. Психология где-то тоже. Мы, женщины, другие. Мы все равно эмоций больше добавляем. А у мужчины, ну, у него как-то больше, более логики и, ну, меньше, может быть, через сентименты их сложнее взять, это уж точно. И все равно вот тогда будет какой-то момент, когда мы можем, ну, раздумывать, да, вот тогда пусть это не партнерские отношения проиграются, а когда вы сами видите, может быть, что, ну, всплыла какая-то данность, нужно решать этот вопрос, а как его решать, не очень понятно. Есть понимание, что нужно действовать очень осторожно, аккуратно. Вы, возможно, будете готовы сказать кому-то нет, вот у кого-то так проиграется, да, но как подать эту правду? Потому что себя нужно защитить буквально. Может быть, в деньгах, а может быть и в каких-то важных бумагах. Ну, вот это такая история может быть. Что спешит в вашу жизнь, мои дорогие любимые овны? Ну, как бы там ни было, солнце. И солнце нам всегда говорит, ясность, вот точно ясность наступит. До конца 2026 года у вас прояснятся многие вопросы, но дополнительную карту тут не достаю, потому что это выбор правильного направления. Причем то, с чем вы определяетесь, вот именно теперь, да, до конца года, вот еще пока в 2026. Это может означать, что это вы как себе выкладываете какую-то траекторию на будущее. Мы не забегаем дальше, да, но я вот то, что перечислила, вот эти транзиты планетарные, не будет так, как прежде. И очень много как бы таких конфигураций, один только Уран в Близнецах чего стоит. Это вот вторая половина года, она где-то может идти вот так в затяжку, как бы притормаживая или возвращая какие-то процессы. Поверьте, в 27 году там может, причем это может происходить буквально с первых чисел 27 года, я такого не исключаю. А для кого-то из вас последние числа декабря. Но, видимо, определяться с этим правильным направлением придется. Как будто Овен должен разобраться, вот, может быть, в каких-то сложных или мутных вопросах, которые либо вы еще пока не знаете, но узнаете, либо, хотя нам говорят наоборот, вот не случайно вам выпадает полное исполнение желаний, семейное счастье. Поэтому самое время до конца 2026 года что-то расставить по местам, чтобы устремиться вперед. Давайте сюда положим карту. Итак, для тех, кто в паре, что нам подскажут?
Вот как раз по Луне у нас и проходит нежность, ласка, эмпатия, забота, самое главное, искренность, искренние чувства, да, сама по себе тема дома, мои дорогие, как место нашей безопасности, ну точно, лучший враг хорошего, поэтому для тех, кто в паре, для тех, у кого сейчас, ну, бывает в нашей жизни нюансы, правда, но они и в любой паре бывают, люди семейные со мной согласятся, я думаю, но в принципе очень добрая энергия, все то, что я сказала, любовь, нежность, искренность, где-то преданность, верность, мои дорогие, и самое главное, это карта не страсти, это когда люди понимают без слов, волшебно. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство? Какие энергии идут в вашу жизнь? Энергии перемен. И где-то нам карты тоже подсказывали, так состоится ли новое знакомство? У кого-то знакомство может состояться с человеком, который имеет свой бизнес. И, может быть, и вы, мои дорогие овны, кстати, тут тоже такое может проигрываться, когда... А вы будете очень избирательны, вы не будете смотреть, на кого попало. Ну, овны не смотрят, на кого попало, в принципе, да. Но, может быть, если прежде вы допускали, что, ну, пусть будет человек вот какой-то такой, да, и мысленно вы добавляли какие-то нюансы, с которыми вы, может быть, готовы мириться, или как вариант рассматривать. А вот здесь нет, вы четко будете знать, кто вам нужен, кто вам нет. И здесь может прийти знакомство через работу. Для кого-то из вас, если у вас личное творчество, личный бизнес, личное дело просто даже, да? Или вы, может быть, кстати, один из символов Меркурия, корабль, перемены сами по себе, я не исключаю, может быть, и интернет-знакомство, но тогда будьте внимательны. Мне сложно говорить, что это за энергии, в принципе, да? Ну, говорят, находят друг друга. Но мне как-то не очень это кажется достоверным, ну, видится, по крайней мере, так. Поэтому оно может и будет, или может состояться, но тогда это тот момент, который нужно сразу перепроверять. Потому что в вас, мои дорогие, все-таки сочетание такое, что я говорю, что вы ресурсные, да? И вот кто-то ведь может видеть именно вас, какую-то ресурсность, понимаете? И тогда мы говорим о том, что не про искренность будет, а то, что... Человек в вас заинтересован. А интерес это дело такое. Сегодня есть. Завтра интерес поменялся. Вот, иди его поищи. Состоится ли новое знакомство? Вы знаете, я бы сказала так. Здесь для вас идут такие энергии, которые очень связаны с деньгами. Обе карты одни из самых лучших именно на деньги. Поэтому я допускаю, что... Для тех из вас, у кого именно личное дело, какое-то творчество, да, или, ну, вот вы именно своим, ну, проектом заняты, да, вы там будете посвящать, как будто утонете в каких-то темах, потому что у вас сейчас как что-то стыкуется. Одно к одному складывается, какие-то пазлы складываются, может быть, ваши какие-то многоходовочки складываются. Но, в принципе, здесь могут быть перемены, знаете, я бы сказала так, для тех, кто один или одна. У кого ни бизнеса нет, и ничего нет, да, тогда это вы будете искать людей более состоятельных. Или людей, которые, ну, обладают какими-то ресурсами. Они такие, которые, ну, лишь бы кто. Лишь бы была связь какая-то или был бы какой-то контакт, умны становятся очень избирательными. Состоится ли новое знакомство? Вы знаете, тут как я могу сказать еще и так. Вот эти две карты, три точнее, уже вместе со старшим арканом. Умеренность – это не случайная случайность. Это когда мы заняты какими-то делами, и я больше вижу – у вас может состояться знакомство, когда вы решаете либо что-то по труду, по делам, по работе, или пусть это касается вашего именно личного даже хобби, мои дорогие, или учебы, да, когда у вас есть свой план. Вы занимаетесь как будто своим продвижением, своим именно вот какой-то своей задумкой. И вам судьба может подарить человека-единомышленника. Вот я такое не исключаю. Причем оценивать вы его тоже будете, по крайней мере, поначалу, именно по ресурсности. Тут ваша ресурсность, и для вас она, в принципе, будет очень много значить по
новым знакомым. Но я тогда должна сказать, что человек-то, которого вы можете встретить, он тоже где-то будет точно в таких же энергиях. Ладно, давайте узнаем, что же у нас там. Нам подскажут карты для тех, кто в сложных отношениях. Тут, наверное, самое сложное. А нет. Вот у кого не договорились, поссорились, или есть какие-то прения, скажем, да, и, может быть, вы проживаете вместе, может быть, вы проживаете на расстоянии. Вот если на расстоянии, а, к примеру, есть семья, или оформленные отношения, или сами отношения, хоть они и не оформлены, но уже они годами там длятся, да, мои дорогие, совместное проживание. Ну и точно вот по этой карте, тем более это у нас еще и король червей, тут, скорее всего, вы будете именно думать о том, как сойтись, я бы сказала, как помириться. Победа будет, мои дорогие. Здесь сложные отношения, ну, найдете. Есть что-то, как и для вас важное, да, но так и для человека, что нельзя терять. Я, кстати, тоже не исключаю вот этот прагматизм, да, потому что деньги есть, деньги будут. Хотя это не про личную жизнь, но это где-то к самодостаточности очень хорошо относится или дополняет, да. Как всегда приятно, когда больше ресурсов. Поэтому здесь, знаете, вот вы и как ваш партнер, опять же, это та связь, которая длится не 2-3 дня и не месяц, то вот сложные отношения, если таковые имеются, то два человека, посмотрите, нет противоречий, наоборот, хотят построить общий дом или создать тот тандем, который не на 5 минут, когда ищут вот именно точки общего взаимопонимания, или, может быть, даже взаимного интереса. Я такого не исключаю. А что тут удивительно? Иногда очень даже такие надежные отношения складываются, да? Иллюзий нет, мои дорогие. Мы все разные. И поэтому вопросы дома, может быть, и напрямую даже у кого-то вопросы дома, сложные отношения, ну, может быть, имущество делят. Вот я такое тоже не исключаю. Вот вы победителями выходите, мои дорогие. В конечном итоге давайте уже подытожим. Даже для тех, кто в сложных отношениях, а победителем все равно выходит Овен. Просто вы переложите. Здесь нам говорят конкретно дом, да? Дом – это либо сами стены, либо какая-то еще история. Но здесь такие энергии, посмотрите, у вас же солнце. Когда больше, я бы сказала, тем более с учетом аркана умеренности, в целом, если мы возьмем, да, на какую позицию не возьми, для овнов очень добрые карты, очень доброе время. Да и аркан пасьянса нам тоже об этом сказал. Будет так, как захочет Овен. Хотя Овен может свои где-то желания корректировать. Или прежнее видение, я этого тоже не исключаю. Но высшие силы вам явно идут в помощь. У вас сильная позиция. Самое время реализовать то, о чем вы хотели, и у вас получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи, гороскопы и статьи по психологии на моем сайте и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.